Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, и я рада вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня я для вас подготовила простейший экономный рецепт заготовки на зиму. Называется виноградное повидло. А для рецепта мы берем виноград, и больше нам ничего не потребуется. Да, я не ошиблась, сахар нам не нужен. Этот рецепт я нашла в большой кулинарной энциклопедии. Буду готовить повидло первый раз вместе с вами, поэтому сделаю пару маленьких баночек. Как написано в рецепте, берем виноград красных сортов, десертных сорта, но обязательно красный, потому что из светлого винограда варенье получится такое сероватое. А нам хочется, чтобы оно было вкусное, такое приятного розового оттенка. Так, что мы делаем? Виноград мы хорошо перебираем, промываем. Виноград подготовлен. Кстати, кому интересно, мой сорт винограда называется Лидия. Это самый распространенный виноград в наших краях. Теперь мне надо его подавить или толкушкой, или можно измельчить при помощи миксера или блендера. Я буду делать миксером, поэтому толкушечку уберу. И измельчаем, слегка измельчаем, не делаем кашу. Вот в итоге что получилось. Ягодки целые попадаются и перемолотые. Все, полученную массу ставим на нагрев и доводим до кипения. Ягода закипела, провариваем 15 минут, и можно в этот момент снять пену. Через 15 минут отключаем нагрев и протираем виноград через сито, потому что нам нужно только мякоть, шкурки и косточки нам не нужны. Полученный жмых я еще дополнительно отжала через марлю. У меня получилось еще где-то полстакана сока. Так, ставим сок на нагрев и увариваем его. У нас должна от объема остаться 1/3. Сколько по времени, я вам потом в конце видео скажу. Сок у меня уваривался по времени где-то 1,5 часа, даже может чуть-чуть больше. Готовность проверяем так. Берем тарелочку, капаем сюда. Вот даже видно, что он такой густой. Немножко постоит, еще остынет. Вот капелька держится. Густоту, как чуть-чуть стекает, да. Густоту регулируем сами. Хотим погуще, еще больше увариваем. Но мне кажется, достаточно и так будет. Сейчас попробуем. Очень вкусно. Такой сгущенный сок вот этого повидла прекрасно подойдет для приготовления чурчхелы. Уже сгущенный, еще чуть-чуть больше доварить, вообще шикарно будет. Так, я отключаю. Теперь берем стерилизованную баночку. Баночка такая маленькая, потому что повидла получается мало. И переливаем сюда повидло. Баночку с повидлом закрываем стерилизованной крышкой. Затем хорошо укутываем и оставляем так до полного остывания. После того, как баночка остыла, храним ее, я думаю, при комнатной температуре. Но так как это мой пробный рецепт, я все-таки поставлю ее в холодильник, баночку эту. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале. Готовьте с удовольствием и удачных вам заготовок!